Всем привет! Сегодня второе видео по глушителю, уже по задней части. Для наглядности вот у меня лежит глушитель, предположительно стоковый. Ну, если он не стоковый, то он явно качественнее, чем вот это. И вот этот глушитель фирмы АК Стандарт, о котором я говорил в прошлом выпуске. Стоимость его в районе 2000 рублей. Приобрел я его в октябре 2022 года. Сейчас начало апреля 2023 года. Ну, вот видите примерно его состояние. На первый взгляд сразу бросается то, что банка значительно меньше стокового. Не только даже по длине, и по ширине, и по толщине. Вот, крепления плюс-минус совпадают, но я думаю, тут будет видно. Вот это у нас выше, чем вот это. Вот. Далее идем. Ну, здесь плюс-минус похоже на правду, но при детальном осмотрении стоковый глушитель имеет вот такой профиль. Глушитель АК Стандарт имеет вот такой профиль. Критическое, что здесь? То, что это выше, чем это. Это во-первых. Во-вторых, изгиб здесь начинается раньше, да, а здесь начинается позже. Из-за этого происходит вот такая вещь. Сейчас фокус будет. Дай, пожалуйста. Не хочет. В общем, вот здесь набитость, натертость такая, даже наполированность. Это место постоянного удара глушителя об балку подвески. Вот. Ну и далее здесь у нас изгиб. Соответственно, он у нас дальше, чем этот. Изгибается он позже. И, что самое интересное, постараюсь показать. Высота. Да, видно. Я не замерял, но мне кажется, тут где-то сантиметров 7, наверное. Вот. Что происходит? Вешаю глушитель. Это соединение не совпадает со средней частью. Приходится его наклонять. Соответственно, вот эта резинка натягивается, та резинка ослабляется. Глушитель задним, так сказать, выхлопной трубой задней начинает упираться практически в бампер. А вот здесь, вот это место, оно мало того, что оно близко к балке, так еще и оно вдобавок идет наперекос, что еще меньше сокращает расстояние между глушителем и балкой. Ну и сами понимаете, что происходит. Вот. Что делать, пока еще не придумал. Надо как-то отрезать это все, переваривать. Как уменьшить, опустить вот это вот соединение до этого уровня, тоже пока не знаю. При том, что еще у меня нету такой трубы, чтобы, так сказать, нормально можно было приварить, нарастить. Ну, сейчас буду думать. Но это реклама фирмы АК Стандарт. Покупайте хорошие глушители. Всем советую, в кавычках. Так, для удобства сделал вот такой вот, такую форму с алюминиевой проволоки. Вот она плюс-минус повторяет форму глушителя. Ну, там не без изъяна, конечно. Надо бы еще подогнуть. Вот, для понимания. Вот это чудо. Да? Вот это чудо. Так. И он уже будет больше похож на правду. В этом месте сократить и
приварить его не так сейчас, а под углом, короче. Это надо понять, какой там угол должен быть. Надо посчитать. Но я думаю, смысл понятен. Итак, что я сделал на данный момент, это подогнул вот это крепление, хоть оно там немножко не совпадает, но фиг с ним. В принципе, на одной высоте, я думаю, это не критично будет, если что, еще может быть подогнуть. Потом отпилил эту трубу, пилил этот держак, приварю еще потом, чтобы прикинуть. Видно, да? Все видно. Как хорошо. Ну, я так думаю, сейчас буду по кускам его разделывать. Вместе распила подгибать, заваривать. И так далее, пока не наберу форму нужную мне. Надеюсь, что металл-то на этой трубе хватит, потому что, ну, если не хватит, будет плохо. Вот, пока так. Вот, смотрите, отрезал еще вот такой вот кусок от задней части, вот этой отпиленной. И в принципе, прям очень даже неплохо подходит уже. Вот. Я тут думал, как его гнуть, чего. Но он просто покороче чуть получился. Вот. Поэтому что сейчас можно сделать? Что можно сделать? Даже и сюда наклон имеет, правда. Вот. Это уже лучше, чем было. Все безусловно. Плюс по высоте тут подойдет. Поэтому можно вот этот конец ровно подрезать и попытаться его также приварить. Вот. И можно уже будет попробовать подвесить, там на прихваточку сделать это ухо. И попробовать подвесить. Потому что, в принципе, если так уж будет проблемно, его можно будет потом переварить, немножко подогнуть. Это несложно. Можно даже будет удлинить. Кусок-то у меня уже есть. А если вот это, ну там на излом будут через хомут они вставать, тогда можно будет вот тут вот пропил сделать болгаркой, его как бы подогнуть. И получится, что он под правильным углом. Сейчас вот, если его вот так вот прикидывать, то тут видно, что вот этот завален вперед, а этот, ну, типа ровно стоит. Вот. Ну, короче, вот так. Сейчас сварку притащу, буду варить немножко. Прихватчики сделал. Получилось чуть больше, похоже на правду. Вот. За исключением того, что труба тут стала короче сантиметра на 3. Ну, также крюк прихватил немножко. Ну, не знаю, сомневаюсь насчет него, потому что, мне кажется, он будет мешаться и стукать об балку. Возможно, придется поменять его местоположение. Вот. Сейчас полезу прикидывать на машину. По всем подвесам, по стоковому глушителю. Вот, теперь он висеть продолжает в таком же положении, как и был. То есть под углом. Вот, если мы его пытаемся выпрямить сюда, то он у нас начинает упираться в днище. И здесь не доходит до трубы, вот примерно сколько. Еще бензобак плотно уперся. И плюс ко всему, даже если мы так оставим, натянем на резинке, то все равно мы его не дотянем. Нам не хватает тут как раз таки этих сантиметров, которые мы отпилили. Зато появилось расстояние над балкой. Так, мое предложение какое? Срезать крюк вообще. Вот.
Получается, нам надо крутануть банку. Что у нас? Надо крутануть банку. Вот. И крутануть трубу. Вот эту. Получается вот так вот. Так. Чтобы она у нас пришла вот сюда. Да? И потом по месту просто смотреть, как делать этот крюк. Вот. Или просто крюк переварить. Блин, точно. Крюк, наверное, неправильно висит, поэтому сейчас отрежу крюк и прикину снова этот глушитель. И посмотрю, как его лучше тут зафиксировать. И потом сделаю насечку. Вот смотрите, что получается. Вот зачищенный след. Это вот старое крепление этого крюка. Вот здесь сориентировать. Да. И сейчас засечку поставлю, чтобы и глушак ровно висел, и все как бы нормально было. И вот так вот его прихвачу. Вот, правда, еще как-то учесть, что резинка-то растягиваться у нас будет. Но это уже другой вопрос. Ну вот так вот, я думаю. Вот так хорошо будет. Сейчас буду как-нибудь намечать и потом приваривать заново. Ну вот, вроде примерки все закончены. Вот оно все висит. До сюда вот достает. Чуть-чуть резинка натянется. Все равно немножко глушитель неровно будет висеть. Но лучше, чем было. И самое главное, надеюсь, не будет бряцать он мне об балку. Вот тут вот такая вот такое порно небольшое. Потому что этот кусочек трубы был вот здесь. И был чертовски изогнутый. А тут все-таки относительно труба прямая. И за неимением другого приварил вот так. Ну все, сейчас снимаю, все обвариваю, крюки, все сварки. И буду вешать. Заварил как мог. Тут швы конкретно не сходились. Пришлось между составными частями подкладывать электрод без обмазки, проваривать. Ну, из-за неопытности наделал кратеров, подрезов. Пришлось их заполнять. Вот. Крюк у нас прихватил тоже. Ну, приварил, так скажем. Думаю, что он не оторвется. Вот. Надеюсь, по крайней мере. Там еще сопля он осталась. Пускай висит так. Я думаю, он раньше сгниет сам глушитель, чем оторвется это крепление. Ну и осталось поставить, в принципе, и запустить. Вот уже вечер. К сожалению, не снял изначальное положение. Получилось вот так. Не знаю, вот это вот хренотень будет мешать. Нет, если будет, я ее отпилю. Тут все соединил. Все, теперь ровно. Все как должно висит, а то все сикс-накс было. Ставлю колесо, запускаю. Так, запуск не снимал, потому что время мало было. Уже еду домой. Из впечатлений все работает как надо. Стык сел, все прекрасно вообще, даже лучше, чем было до этого. Там никакого излома нет. Хомут обжался прекрасно. Графитное кольцо тоже встало прекрасно. Если раньше там было подкапывание конденсата, то на данный момент... Сейчас я музыку вырублю. Ой, правила нарушаем.
Так, если раньше там было подкапывание конденсата даже и небольшое сопение на холодную, то сейчас вообще все прекрасно, там все четко. Вот. Звук не поменялся, но звук на этом глушителе он хуже, чем на стоке. Опять же, сами видели размеры, и сечение трубы меньше у него, и самой банки размер меньше. Не знаю, что там внутри у нее еще сделано как. Вот, но по звуку он, конечно, громче, но самое главное, это я сейчас посадил назад увесистого пассажира. Я прокатился с ним по кочкам, по лежачим. И вообще шикарно. Я забыл, как это можно ездить по кочкам и не громыхать этим глушителем. Просто я вернулся на полгода назад, когда еще тот старый мой глушитель не прогорел. Вот, поэтому сегодня я полдня ковырялся, варил, пилил, но это время потрачено не зря. Пока сварные швы там живут, пока он сам не приказал долго жить, я буду на нем ездить. Я думаю, что больше у меня с ним в ближайшее время проблем не будет. Единственное, если только моя сварка не развалится, а она не должна. Поэтому вот такое видео. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всего доброго, до новых встреч.